Всем привет, вы на канале Smart SEO. Сегодня в выпуске мы собрали для вас лучшие файтинг игры на Android. Если вы часто задаетесь вопросом, во что поиграть, то этот топ игр на Android без сомнения не оставит вас равнодушным. Согласитесь, что в последнее время слишком много игр относится к жанру, который сложно назвать одним словом. Даже классические гонки часто пытаются замахнуться на что-то еще. Но если мы говорим об играх в жанре файтинга, то тут разногласий быть не должно. Как правило, эти игры придерживаются именно своего котла. В этой подборке мы подобрали лучшие игры жанра, которые можно скачать в Google Play. Как обычно, отобрали игры, в которые приятно играть самим и не стыдно посоветовать другим. Будут платные, бесплатные, современные и наоборот с ретро-графикой. В общем, разбирайтесь и получайте удовольствие от игрового процесса. Друзья, перед началом ролика хочу порекомендовать вам сервис caseoff.com. На этом сайте вы найдете ключи на лицензионные игры и софт со скидкой до 50%. Специально для наших подписчиков компания подготовила скидочные купоны. Добавьте товар в корзину, примените купоны, которые вы видите на экране и в описании под роликом, выберите любой удобный метод оплаты. Я приобрел для себя Windows 10 Professional. Благодаря промокоду STS20 всего за $12 и Office 2019 Professional Plus со скидкой 50% по купону STS50 всего за $36. Ссылку на лицензионный Windows и Office вы найдете в описании под роликом. Особенности программ, приобретенных на CaseOff, это полностью лицензионный софт и игры с поддержкой обновления, возврат средств и круглосуточное обслуживание клиентов. Приятных вам покупок! Теперь погнали! Brawlhalla – необычный файтинг для Android. Brawlhalla – это тот случай, когда игры жанра немного отступают от него. Это платформер, похожий на Super Smash Bros., цель которого состоит в том, чтобы сбить ваших противников любыми способами в раундах, в которых могут участвовать до 8 бойцов. Есть масса игроков для выбора и способов игры, от обычных до рейтинговых матчей. Есть несколько режимов игры, турниры, опции для зрителей и многое другое. Кроме того, есть полная кроссплатформенная версия. Сейчас в игре есть 50 персонажей, 8 из которых были бесплатными. Вы можете заработать золото, чтобы купить новых, или вы можете купить All Legend Pack, который разблокирует всех нынешних и будущих персонажей. Игра регулярно обновляется, имеет процветающее сообщество и, вероятно, является одним из лучших боевиков на Android. Fighting Tiger – усиленный файтинг для Android. Fighting Tiger действительно увлекательная игра файтинг, несмотря на то, что она выглядит так, как будто она вышла в мир из конца 90-х, особенно если обратить внимание на название. История слабая и устаревшая, но это не так уж важно. Вы здесь, чтобы практиковать свое кунг-фу на плохих парнях. Если вам интересна история, то вы пытаетесь бежать от своей банды, но они не собираются вас отпускать. Вам надо решать, как выжить и спасти свою девушку. Собственно, это основной сюжет. Вы можете подбирать самые разные предметы – мечи, пистолеты, мотоциклетные шлемы и тому подобное, сражаясь лицом к лицу с несколькими противниками. Комбинации и выбор правильного стиля боя – вот главное в игре. Вам предстоит следить за процессом и часто перестраиваться, чтобы все сделать правильно. Final Fighter излучает сильную атмосферу файтингов старой школы, и для человека, выросшего на Tekken, это серьезный плюс. Вы могли бы легко сказать, что ряд персонажей в игре является явным копированием из других франшиз. Но это не минус, а скорее приятная отсылка для фанатов жанра. В этом классическом файтинге есть чертовски хорошая графика, а движения персонажей оказывают на них хорошее влияние. Управление интуитивно и понятно. Здесь учитываются ряд общих команд, таких как захват, низкие, средние и высокие удары руками и ногами, а также специальные движения. У вас будет виртуальный аналоговый джойстик с левой стороны, который позволит вам двигаться вперед, назад, приседать и прыгать. Для ударов предусмотрено несколько виртуальных кнопок. Естественно, никуда не делась возможность использовать комбо. Это сетевая игра, для работы которой требуется подключение к интернету. Но у вас есть несколько интересных режимов, от классической аркады до сетевых матчей 1 на 1. Есть даже командные матчи 3 на 3. Injustice – файтинг в жанре DC. Поклонники DC имеют Injustice, чтобы играть в него на Android. Это уже довольно известная франшиза, и она была довольно хорошо встречена. К сожалению, ей не хватает глубины, так как игровой процесс сводится к касанию экрана до тех пор, пока вы не наиграетесь и не пройдете ее. По крайней мере, какое-то время запаса интереса вам хватит, да и список персонажей довольно впечатляющий.
Если вы любители DC и файтинга, это игра для вас. Просто будьте готовы к большому количеству условно-бесплатных вещей, таких как реклама и микротранзакции, но где их сейчас нет. King of Fighters – аналог Street Fighter для Android. Хардкорным фанатам файтингов уже известно имя King of Fighters. Игра находится рядом со Street Fighter по многим параметрам. Это довольно полный перенос игры с домашней аркадной консоли, которая поддерживает контроллеры Bluetooth. Вы можете выбрать между 34 персонажами из оригинальной игры и создать команду бойцов мечты, чтобы сразиться с искусственным интеллектом или другом в локальном многопользовательском режиме. С точки зрения управления доступно большое количество настроек, а игровой процесс способен занять вас не на 1 час. Я не могу рекомендовать эту игру без контроллера Bluetooth, потому что сенсорное управление на экране слишком сложное, когда вы сражаетесь с искусственным интеллектом на высоком уровне сложности. Неплохие аксессуары, в том числе контроллер, можно найти в нашей подборке. Mortal Kombat – просто Mortal Kombat для Android. Mortal Kombat переносит классическую консольную версию игры на Android, но уменьшает ее из оптимизации для вашего телефона. Здесь собраны все любимые персонажи Mortal Kombat, а также добавлены некоторые новые. Если вы любите этот жанр, вам понравится то, что приготовила эта игра. Правда, из-за ее жестокости она точно не рекомендуется детям. В игре используются сенсорные элементы управления, которые не мешают вам полностью контролировать своих персонажей. Вы в основном сражаетесь в битвах 3 на 3, так что можете стратегически менять разных бойцов по мере необходимости. Графика здесь почти консольного качества, но за это приходится платить. А еще она занимает много места на накопителе, но является ли это проблемой для настоящего фаната марки? Друзья, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Своим мнением делитесь в комментариях. Еще больше интересных новостей вы можете найти в нашем телеграм-канале. Ссылку на него вы найдете в описании под роликом. Всем спасибо и до новых встреч!